Они медленно умирали от голода, несмотря на то, что еда находилась прямо перед ними. Казалось, что помочь им может только нечто невероятное. Решение, в которое трудно было поверить даже опытным спасателям. Ранним утром в одном из заповедников спасатели обнаружили 3 маленьких рысят, изъятых у браконьеров. Операция прошла успешно, но их мать, к сожалению, спасти не удалось. Потеря оказалась слишком тяжелой, а состояние малышей — критическим. Им было всего около месяца. После большого стресса рысята полностью отказались от еды. Они жались друг к другу, прятались в углу, дрожали и с каждым днем становились все слабее. Их силы стремительно угасали, и времени оставалось все меньше. Руководитель заповедника, 45-летняя Джулия Уолтер, не опускала руки. Она использовала все возможные способы – специальные смеси, кормление из бутылочки, даже попытки через шприц. Но ничего не помогало. Малыши словно потеряли желание жить. Когда надежда почти исчезла, ее дочь предложила необычное и рискованное решение – познакомить рысенков с молодой немецкой овчаркой по кличке Грета. Эта собака сама когда-то была спасена и недавно выкормила своих щенков, поэтому ее материнский инстинкт был еще очень силен. Идея казалась слишком смелой. Дикие хищники и собака – сочетание, которое редко заканчивается хорошо, но другого выхода просто не было. Когда Грету осторожно подвели к первому рысенку, все замерли в напряжении. Однако вместо агрессии произошло нечто неожиданное. Собака тихо заскулила и начала аккуратно вылизывать малыша, словно он был ее собственным щенком. Постепенно остальные рысята тоже приняли ее. Они начали тянуться к теплу, прижиматься к ней, искать защиту. И вскоре случилось настоящее чудо. Малыши начали есть. С этого момента их состояние стало заметно улучшаться. Под заботой Греты рысята окрепли, стали активнее, начали играть и постепенно возвращаться к своим природным инстинктам. Им дали имена – Сноу, Блейз и Нокс. Но с ростом появилась новая проблема. Рысей нужно было готовить к самостоятельной жизни. Они не могли навсегда оставаться рядом с собакой. Однако любые попытки разлучить их с Гретой вызывали сильный стресс у всех. Тогда сотрудники нашли компромиссное решение. Рысят перевели в просторную природную зону, максимально приближенную к их естественной среде, а Грету оставили поблизости под наблюдением. Контакт между ними начали сокращать постепенно, чтобы сделать переход менее болезненным. Со временем рысята выросли в сильных и независимых животных. Они научились выживать и адаптироваться, но связь с Гретой никуда не исчезла. Спустя год один из них, Нокс, серьезно заболел. Он снова отказался от еды, ослаб, и лечение не давало результата. Его состояние вызывало серьезные опасения. И тогда было принято решение, которое уже однажды спасло ему жизнь. К Ноксу снова пустили Грету. Собака сразу узнала его. Она легла рядом, начала заботливо вылизывать и не отходила ни на шаг, как те самые первые дни. И вскоре произошло невероятное. Нокс снова начал есть. Через несколько дней он пошел на поправку. Его силы вернулись, и вместе с ними желание жить. Эта история показывает, что иногда самое сильное лекарство – это не лекарства и процедуры, а тепло, забота и настоящая привязанность. Именно они способны творить чудеса там, где, казалось бы, уже нет надежды.